Так уж получилось, что мы живем в Сербии и ведем канал об эмиграции. И поэтому постоянно сталкиваемся с одними и теми же вопросами. В чатах, под нашими видео, да и просто в личке. Мы тоже через это проходили. Искали, сравнивали, сомневались. И даже не один раз, а два. Переезжали дважды. И каждый раз все начиналось заново. Где жить? Сколько стоит? Где спокойнее? Где лучше детям? И вот мы тут и решили ответить на все вопросы одним видео. Без догадок, без форумов, без субъективных «мне кажется». Мы собрали цифры, факты и свои ощущения, чтобы показать, чем на самом деле отличаются Белград, Нови Сад и Субботица. Потому что выбор города – это не просто про жилье и цены, это про ритм жизни, про атмосферу и про то, где именно вам будет дома. Белград, Нови Сад, Субботица – честное сравнение для жизни и переезда. Мы переезжали дважды, и каждый раз начинали все заново. Искать жилье, считать расходы, понимать, где проще найти работу, где школы получше и вообще, где комфортно жить. И за это время мы поняли, Сербия – это не одна страна в привычном смысле, это будто три разных мира со своим ритмом, своими ценами и атмосферой. Белград, Нови Сад и Субботица – 3 города, которые чаще всего выбирают для жизни и переезда. Но у каждого свой характер. Белград шумный и энергичный, Нови Сад аккуратный и сбалансированный, Субботица спокойная и камерная. Если вы стоите перед выбором, куда переехать, это видео как раз поможет. Мы сравнивали все, что обычно ищут новички. Работу и зарплаты, аренду и покупку жилья, реальные расходы, школы, медицину, транспорт, безопасность, климат и даже вайб, ощущение города изнутри. Причем не по отзывам и не по форумам. Мы проверили все на месте, посмотрели цены, спросили местных, сверили данные с официальных сайтов. Так что в этом видео не теория, а реальность. Итак, сравниваем по 10 параметрам, чтобы понять, где действительно комфортно жить, работать и растить детей. Работа и зарплата, жилье, ежемесячные расходы, образование и медицина, безопасность, транспорт, климат, комьюнити и адаптация, культура и ритм, и насколько близко до Европы буквально. Белград – сердце Сербии. Это самый главный экономический центр страны. Здесь около 1950 активных вакансий. Средняя заработная плата 116 тысяч динар. Это примерно 980 евро. Главные сферы – IT, логистика, банки, ритейл, маркетинг. Аренда однокомнатной квартиры составляет 760 евро в месяц. Трехкомнатная квартира от 1400 евро. Покупка жилья 2500-3000 евро за квадратный метр. Среднемесячные расходы на одного человека без аренды составляют 78 тысяч динар. На семью из 4 человек 270 тысяч динар. В городе около 179 школ, университеты и крупные клинические центры страны. С 1 января 2025 года в Белграде бесплатный общественный транспорт. Аэропорт страны принял 8,4 миллиона пассажиров в 2024 году. Климат относительно умеренный. Летом плюс 33 градуса и выше. Зимой 0 градусов. Город живет быстро, динамично, иногда даже хаотично. Если вы ищете карьеру, энергию и масштаб, то это ваш город. Но за скорость придется платить временем и спокойствием. А в Новом Саде жизнь течет иначе. Активных вакансий около 480. Средняя зарплата 97 тысяч динаров. Это примерно 820 евро. Город растет. Особенно развиваются сферы IT, логистика и образование. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 470 евро, трешки в 1100 евро, а покупка 1800-2000 евро за квадратный метр. Ежемесячные расходы без аренды на одного 75 тысяч динаров, а на семью 260 тысяч динаров. Образование и медицина – всего 39 школ. А городская сеть детских садиков «Радостное детинство» включает в себя 75 объектов. Главная больница – клинический центр Воеводины. Она региональная и очень хорошо оснащенная. Транспорт – это отдельная гордость. Скоростные поезда «Соко» соединяют Нови Сад и Белград за 36-45 минут, а с октября 2025-го поезда идут и до Субботицы. Город зеленый, чистый, с Дунаем, с фестивалем «Экзит». Здесь нет пробок, больше велосипедов и спокойный ритм. Безопасность – одна из самых высоких по стране. Если вы ищете баланс между работой, семьей, удобством, то Нови Сад подойдет вам идеально.
Субботица – это уже совсем другой ритм. Вакансий меньше, около 190, средняя заработная плата 72 тысячи динаров или 600 евро. Работа в основном в производстве, транспорте, рознице, аренда 250-300 евро за квартиру. Дом 350-400 евро, покупка около 1000 евро за квадратный метр. А дом в окрестностях от 30 тысяч евро. Ежемесячные расходы без аренды одному 70 тысяч динаров, семье 230-240 тысяч динаров. В городе 29 школ и детская сеть «Наша радость», 55 филиалов. Есть группы на сербском и венгерском языках, медицина, городская больница и частные клиники. За узкими специалистами обычно ездит в Нови Сад. С октября 2025 года скоростной поезд «Сока» идет из Белграда в Субботицу за 1 час 15 минут. До венгерской границы 10 километров, до Будапешта 2 часа 10 минут. Климат мягче, но ветренее, воздух чище, пробок почти нет, жизнь спокойная и предсказуемая. Для предпринимателей упрощенная система ИП, фикс 15-30 тысяч динаров в месяц и льготы 50% в первый год. Если вам важны спокойствие, бюджет и границы ЕС под рукой, Субботица станет вашим ритмом. Если вы едете за карьерой, высокими зарплатами и большим выбором вакансий, то это Белград. Если важен баланс между комфортом, ценой и возможностями, то это Нови Сад. Если приоритет спокойствие, недорогое жилье и близость к границе ЕС, это Субботица. Это все открытые данные, официальная статистика, сайты по поиску жилья и работы, расчеты по стоимости жизни. Мы собрали только то, что реально можно проверить. Если мы что-то упустили или где-то цифры кажутся вам другими, напишите в комментариях, проверим вместе и дополним, чтобы всем было полезно. А если вы уже живете в одном из этих городов, поделитесь опытом, это поможет тем, кто только планирует переезд.